Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Добро пожаловать, давно не виделись, обзоров на альбомы не было тоже уже давненько. И, если честно, данный тоже не особо-то и планировался. Потому что в любом случае нас ждет уже завтра Кендрик Ламар, через неделю Гарри Стайлз. Конечно же, эти альбомы я буду обозревать, тут никуда не деться. Но неожиданностью стал новый альбом Florence and the Machine, который называется Dance Fever. И я его как бы ждал, то есть я понимал, что мне его надо будет послушать, потому что Флоренс я люблю, слушаю, но как-то, знаете, особого какого-то ожидания у меня не было, потому что, ну, скорее всего, было просто не до этого, плюс лид-синглы прошли мимо меня, я слушал, наверное, только мельком первую композицию, кажется, My Love. Но тут, кстати, если вдруг что, альбом вышел несколько часов назад на новозеландском Spotify, поэтому я его слушаю раньше. Премьера, если что, в полночь в каждой стране. Но я уже послушал альбом, я сделал это дважды и понял, что, ну, нужно сделать ролик, потому что мне есть что сказать. Я буду делать это кратко, тем более сегодня еще Евровидение, вечером надо успеть ролик выдать до него. Короче, дел куча. Как обычно, кратко сейчас пройдусь по каждой песне буквально по 3 слова и выводы альбома и, конечно же, оценочка. Открывает альбом песня King, и вот эту вот песню как раз-таки я слышал раньше, по-моему, на нее как раз клип выходил. Очень такая, знаете, атмосферная, вайбовая, как оказалось, она очень круто вводит в альбом, но ты, естественно, понимаешь, там, песни к пятой. Вторая композиция Free, и тут уже, ну, скажем так, пошла жара, под эту песню хочется танцевать, плясать где-то, знаете, с бубном, под костром, в лесу или в поле, одетым в какие-нибудь, знаете, вот эти вот цветочные мотивы. Такое настроение у композиции. Если вы слушали раньше Florence and the Machine, то вы знаете, что они умеют создавать такое звучание, и вот оно здесь началось. Третий трек Chorium Mania, и тут тоже очень такая энергичная, крутая композиция, и, наверное, одна из самых интересных, потому что тут безумно круто развивается композиция, то есть начинается с такой более-менее сдержанной, и чем дальше прогрессирует песня, тем она больше раскрывается в такое, знаете, очень большое, очень такое объемное, крутое звучание, под которое, опять же, тянет вот куда-то, ну вот туда. Четвертый трек "Back in Town", он больше такой, знаете, магический, мистический, потрясающий вокальный перформанс тут от Флоренс. Наверно, одна из моих самых любимых композиций на данном альбоме. И также сразу идет второй хайлайт альбома следом. Это трек "Girls Against God". О боже мой, как это вкусно! Особенно, не знаю почему, но мне прям сразу же запал в голову припев, насколько же он классный. Я прям сейчас зачитаю и тут на экран постараюсь вывести. And it's good to be alive, crying into cereal at midnight. If they ever let me out, I'm gonna really let it out. I listen to music from 2006 and feel kind of sick, but oh god, you're gonna get it. You'll be sorry that you messed with this. Блин, ну классно же! И дальше мы никак не снижаем градус, даже я бы сказал, повышаем. Трек Dream Girl Evil. Все, что нужно знать об этом треке, это то, что у меня пошли мурашки во время его прослушивания. Седьмой у нас идет интерлюдия Prayer Factory. Интерлюдии, красиво. Восьмой идет песня Кассандра, и тут, наверное, впервые градус альбома немножко снижается, песня все еще очень классная и красивая, но в сравнении с первыми 6 немножко проседает, но ничего критичного тут нет. Вторая половина песни, в принципе, выравнивает ситуацию потрясающе. Девятая Heaven is Here, тоже я бы скорее назвал эту песню интерлюдией, но, знаете, под вот эти вот уэх и юх прям вот тоже хочется танцевать, вот эти немножко такие фольклорные народные мотивы, вот у Флоренс это всегда получается вкусно, но при этом модно и как-то современно. Десятый у нас идет трек Daffodil. Как по мне, песня тут уже довольно заметно провисает на фоне остального альбома. Как-то тут вот отсутствует вот этот вот магический элемент, поэтому, наверное, одна из
самых слабых песен на этом альбоме. 11-я композиция My Love, она, вот знаете, написана под сингловую композицию, чем она, собственно, и является, поэтому тут особо придираться не к чему. Да, она немножко выбивается из стилистики альбома, она более яркая, но на это и расчет. А 12-м идет тоже интерлюдия, называется Restraint. Честно, довольно странная. Не очень я ей проникся, но окей. 13 идет композиция The Bomb. Тут уже, понятно, ближе к концу мы продвигаемся, поэтому нас должна была по логике ждать какая-то красивая баллада. Вот она. Мелодично, приятно, очень так тягуче, красиво. Тут все как бы без претензий. И финальная композиция у нас Morning Elvis. Да, про того самого Элвиса, про которого вы подумали. Тоже, я считаю, как завершение альбома. Очень красивое, спокойное, приятное, без каких-то неприятных неожиданностей. Собственно, трек-лист окончен. Что, переходим к выводам по альбому. Так как перед выходом пластинки я слушал, собственно, только композицию King, и то не очень внимательно, честно признаюсь, то у меня сейчас была возможность оценить сразу, по первым же эмоциям, альбом целиком, именно вот все, как задумывала сама Флоренс. И знаете что? Я в восторге. Я считаю, что с этим альбомом Флоренс вернула свою вот эту невероятную магию звучания, свой неповторимый такой вот фольклор, который она красиво интерпретирует в современные реалии, потому что именно под ее музыку хочется, знаете, вот где-то кружиться посреди поля или в лесу под костер, танцуя какие-то дикие танцы, бья в бубен завывая какие-то странные мотивы. Я не могу сказать, что последние два альбома Florence and the Machine, а это альбомы How Big, How Blue, How Beautiful и Highest Hope, я не могу сказать, что они были плохими, нет, ни в коем случае, но я считаю, что в них вот этой вот магии Флоренс немножко не хватало, и это чувствовалось. При этом в ее первых двух альбомах, это Lungs и Ceremonials, эта вот магия была. И вот тут, на новом альбоме Dance Fever, эта магия к нам вернулась в полном объеме. Конечно же, во многом эта магия сработала тоже из-за потрясающих аранжировок, и вы не поверите, кто входит в наш чатик, вездесущий, мой любимый, собственно, Джек Антонов работал над этим альбомом. Но он был не один, с ним также был солист и продюсер группы Glass Animals, зовут его Дэйв Бейли. В общем, вместе они работали над этой пластинкой, и если задуматься, то рука Джека Антонофа тут слышна. Я считаю, что первая часть альбома, это треки с 1 по 6, ну даже включая интерлюдию 7, это, естественно, самая сильная часть этого альбома. Там просто невероятная энергетика, очень цельная, крутое, фольклорно такое настроенческое звучание. Дальше немножко начинаются такие американские горки, где-то получше, где-то похуже, но несмотря на то, что пару треков проседают и некоторые там, допустим, сингловые немножко выбиваются из звучания по понятным причинам, концовка, последние два трека все спасают и выводят на ровную плоскость, поэтому альбом ощущается невероятно цельным, очень концептуальным, очень красивым, с потрясающими текстами, с невероятными аранжировками, которые работают вместе и создают такой вот, ну, вайб. И, наверное, из-за того, что я в целом не очень как-то ждал альбома, не было у меня каких-то на него заявок, претензий, пожеланий, поэтому, наверное, это сыграло ему еще на руку из-за того, что я остался в таком приятном, ну, восторге. Тут не дать не взять, поэтому моя оценка альбому Florence and the Machine Dance Fever 8.3 из 10. И если вы подписаны уже давно на мой канал, то вы знаете, что такие оценки появляются довольно редко. Поэтому с моей стороны это абсолютная рекомендация. Надеюсь, вы тоже зацените этот альбом. И я очень жду ваши мнения, рецензии, оценочки в комментарии. Мне было бы очень интересно их почитать. Ну и не забывайте, что мой канал Showbiz, теперь он называется Showbiz/PS Music, ну точнее после Евровидения он будет обратно так называться, теперь это полностью мой канал.
Поэтому подписывайтесь на него, там я всегда на связи, либо же если вы из шоу-биза, то подпишитесь, блин, на мой канал на Ютубе, потому что тут как-то сильно меньше подписчиков. Ну, а у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.